Всем привет! Это заключительная 4-я часть, и спешу вас порадовать, что в этом видео мы с вами довяжем наш коврик. Вот наша схема, и нам осталась только ажурная кайма. На этом мы закончили с вами в 3-й части, а сейчас вот это место. Сейчас нам нужно перевести крючок в 3-й столбик без накида, и мы будем с этого края и с другого откладывать по 2 столбика без накида, и с 3-го начинаем вязать 10 столбиков без накида. Вот они: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее у нас идет цепочка из воздушных петелек. Не довязываем мы 2 столбика без накида, как я уже сказала, и вяжем цепочку из воздушных петелек. Соединяем сразу с 3-м столбиком, то есть мы в начале и в конце каждых лепестков откладываем по 2 столбика, которые мы не вяжем. И в итоге ряд состоит из 10 столбиков без накида, цепочки воздушных петелек, столбиков без накида. Итак, вяжем весь ряд. Сейчас я покажу, как же вязать. Переводим крючок в 3-й столбик. Для этого сначала переводим полустолбиком во 2-й и далее в 3-й. Все, мы можем начинать вязать. Для начала делаем 1 воздушную петельку подъема и тут же вяжем столбик без накида. В этой же, в 3-й петле, 1-й столбик без накида. Вот он. Далее во 2-й столбик, столбик без накида, 3-й столбик без накида, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й столбик без накида, 9-й, 10-й. Все. У нас, проверьте, должно быть 2 недовязанных петли. Вот они, 2 столбика у нас недовязанных. Далее, здесь 2 столбика недовязанных. И в начале 2 столбика тоже у нас недовязанных. В каждом лепестке у нас будет недовязанных 2 столбика. Делаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. Вот у нас 2 столбика в конце и 2 столбика в начале. 1, 2. Начиная с 3-го столбика без накида мы вяжем 1, 2, 3. Вот он, 3-й столбик. Мы вяжем снова 10 столбиков без накида. 10 столбиков без накида. 1, 2. Итак, в каждую петельку вяжем по 1 столбику без накида. Всего 10. В начале мы не вяжем 2 первых столбика, и в конце 2 последних столбика мы также не вяжем. И весь ряд чередуем. 10 столбиков без накида, 5 воздушных петелек, 10 столбиков без накида, 5 воздушных петелек. Так, посмотрите. Вот, я довязала. 2 петли у меня не довязанные. Вот лепесток, видите, в конце лепестка 2 петли не довязанные. Здесь у нас начинается новый лепесток. Также не довязываем 2 петли. 5 воздушных петелек, 1, 2 в начале лепестка, 1, 2 в 3-ю петельку заводим крючок и снова вяжем 10 столбиков без накида. Можно пересчитать эти 10 столбиков, можно просто в конце не довязать 2 столбика, чтобы не пересчитывать каждый раз количество столбиков. Вот что должно получиться. Поглядите. Как я уже сказала, чередуем столбики без накида и воздушные
петельки. Я довязал до конца, остается мне цепочка из 5 воздушных петелек. И будем соединять наш ряд. Для начала делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь уже можно нам закончить ряд. Соединяем с первым столбиком без накида. Вот он. Ряд довязан. Вот наш новый ряд. Посмотрите, здесь мы соединили. Переводим крючок также по третью петельку, вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку и снова не довязываем 2 столбика без накида. А далее у нас идут столбики с одним накидом. Мы их вяжем под цепочкой из 5 воздушных петелек. Провязав 10 столбиков с одним накидом, мы соединяем снова с третьей петлей. Итак, вяжем весь ряд до конца. 1, 2, 3. Вот она, третья наша петелька, и нам сюда нужно перевести крючок. Сейчас мы находимся в первой петельке. Переводим крючок полустолбиком во вторую петельку. Снова переводим в третью петельку. Все, мы перевели крючок туда, куда нужно. Делаем одну воздушную петельку подъема. Здесь же, в эту же петельку, вяжем столбик без накида. Вот он. И еще вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Всего в ряду у нас в этом лепестке должно быть 6 столбиков без накида. Не довязываем в конце 2 столбика. То есть, опять же, в начале мы не довязали 2 столбика, пропустили, и в конце. Далее делаем накид и под цепочкой из 5 воздушных петелек вяжем 10 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, и так 10 столбиков. Обязательно всегда пересчитывайте, чтобы у вас было ровно 10 столбиков, потому что в последующих рядах ошибка нам будет непростительна. 10 столбиков с одним накидом. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И вот последний столбик. 10. 10 столбиков. Теперь мы можем продолжить вязание. Соединяем с третьей петлей, с третьим столбиком без накида. 1, 2, 3. Вот он, третий столбик. Соединяем столбиком также без накида и продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4, и в итоге у нас 6 столбиков. 2 столбика мы не довязываем и снова сразу без каких-либо воздушных петелек просто сразу начинаем вязать под цепочкой 10 столбиков без накида. Как вы видите, каждый ряд у нас достаточно простой. В этом ряду, к примеру, мы вяжем тоже только столбики без накида, столбики с накидом. Так, глядим. Довязываем ровно 10 столбиков с одним накидом. 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Отсчитываем третью петлю и в нее вяжем столбик без накида. И вот что получается. 10 столбиков с накидом, 6 столбиков без накида. 10 столбиков с накидом. Видите, у нас лепестки, между лепестками у нас получаются вот такие вот арочки из столбиков с накидом. Между лепестками они везде. Снова 6 столбиков без накида. 2 не довязываем.
И под цепочкой вяжем 10 столбиков с одним накидом. И так вяжем весь ряд до конца. В начале 2 петли мы не провязываем и в конце. Ну вот, я довязала ряд до конца. 10 столбиков с накидом тоже связаны. Остается мне соединить ряд. Мы заводим крючок в первый столбик без накида и протягиваем ниточку. Все, ряд у меня соединен. Следующий ряд у нас еще проще. Мы также 2 петли в начале и в конце пропускаем, и у нас остается всего 2 столбика без накида. Но здесь мы будем вязать с вами рельефный столбик, чередуя рельефный столбик с воздушной петелькой. Далее снова 2 столбика без накида и снова. Здесь вот видите, неправильно немножко показано, пропущен рельефный столбик первый. Но это не обращайте внимания. Здесь должен быть рельефный столбик. Вот здесь тоже, в этом месте тоже, видите, неправильно сделано. Рельефный столбик, воздушная петля, рельефный столбик. Единственное, надо учесть, что рельефные столбики в этом ряду у нас будут изнаночные. Итак, мы вяжем до конца. Рельефные столбики с воздушными петельками и чередуем с 2 столбиками без накида. Давайте вернемся к вязанию и все вместе с вами свяжем. Также в конце 2 петельки не довязываем и в начале. Отсчитываем 3-ю петельку, и в нее мы сейчас будем переводить снова крючок. Сейчас мы находимся в 1-й петельке. Далее переводим крючок во 2-ю петельку полустолбиком. А теперь в 3-ю петельку также полустолбиком. Заводим крючок и переводим. Вот. Теперь можно начать вязать наш ряд. Воздушная петелька подъема. И тут же в эту же петельку мы вяжем столбик первый наш без накида. Первый столбик. Следующую петельку мы вяжем 2-й столбик без накида. 2 петли у нас остаются недовязанные. Далее 2 накида на крючок. Если мы раньше вязали вот такой рельефный лицевой столбик, то сейчас заводим крючок и сзади захватываем наш столбик и вяжем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Вот. Далее 1 воздушная петелька, снова 2 накида. Следующий столбик сзади захватываем. Вот. И провязываем 2 накида. Напоминаю, что у нас изнаночный рельефный столбик с 2 накидами. В каждую петельку, а именно за каждый столбик с накидом предыдущего ряда, мы будем вязать рельефный столбик. Между рельефными столбиками у нас идут воздушные петельки, по 1 воздушной петельке. Снова вяжем рельефный столбик изнаночный, провязываем 2 накида и после столбика 1 воздушная петелька. 2 накида на крючок, заводим сзади крючок за столбик, провязываем 2 накида и 1 воздушная петелька. Продолжаем вязание. 2 накида на крючок, заводим крючок сзади и вяжем изнаночный рельефный столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. Так. Снова вяжем рельефный столбик и 1 воздушная петелька. То есть всего у нас получается 10 рельефных столбиков, потому что мы за каждый столбик накидом вяжем по 1 рельефному столбику. Видите, у нас такое ребрышко получается благодаря тому, что мы вяжем именно изнаночные рельефные столбики.
как бы вторым рядом. Визуально выглядит, как будто бы мы вяжем за столбиками ряд. Так, снова вяжем столбик рельефный, воздушная петелька, 2 накида на крючок, заводим крючок за следующий столбик с накидом, провязываем 2 накида, воздушная петелька, 2 накида на крючок, у нас остается один всего лишь столбик, и мы также его довязываем. Все рельефные столбики у нас связаны. Находим третью петельку, 1, 2, 3, вот она третья петелька, и с ней соединяем столбиком без накида, и один столбик без накида вяжем в следующую петельку. Все, тут мы довязали, переходим снова к нашим рельефным столбикам. 2 накида на крючок, заводим крючок за первый столбик с накидом и провязываем рельефный столбик, воздушная петелька, 2 накида на крючок и продолжаем вязать. Провязываем накиды, воздушная петелька, 2 накида на крючок, вяжем новый рельефный столбик, между рельефными столбиками 1 воздушная петелька. То есть мы вяжем 10 рельефных столбиков, между которыми у нас по 1 воздушной петельке, и 2 столбика без накида. Снова рельефные столбики и 2 столбика без накида. Видите, за счет того, что мы вяжем именно изнаночные рельефные столбики, у нас вот такой вот край получается, который очень сильно украшает наш коврик. Я довязала ряд до конца. Соединяем с первым столбиком без накида. Вот он. И все, ряд довязан. Можно приступать к новому ряду. Давайте поглядим, что же нас ждет. У нас остается всего 2 ряда. Первый у нас из 2 рядов состоит из цепочек из 3 воздушных петелек, которые мы будем соединять в том месте, где у нас воздушные петельки предыдущего ряда. Видите? 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем под воздушной петелькой, далее 3 воздушные петли и снова соединяем под воздушными петельками. 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем. Довязываем, соединяем. Далее у нас под 3 воздушными петельками столбик без накида. И идут у нас пико, который мы соединяем под цепочками. Я советую, чтобы было более красиво, вязать 3 пико из 3 воздушных петелек и 1 пико из 5 воздушных петелек. На схеме не очень понятно это все указано, поэтому не буду там останавливаться. Для начала нам нужно перевести крючок назад. Мы всегда вперед переводим крючок, а тут назад под воздушную петельку. У нас там воздушная петелька, рельефный столбик, и мы закончили ряд. Вот под воздушную петельку до рельефного столбика нам нужно перевести крючок. Сначала заводим крючок в последний рельефный столбик. Напоминаю, что мы сейчас, видите, повернули наизнанку наш коврик и вяжем назад. Крючок двигаем назад под последнюю воздушную петельку. Также полустолбиками. Сначала мы перевели в рельефный столбик, а далее уже под воздушную петельку. Вот где наш крючок сейчас находится. Отсюда мы начинаем вязать. Итак, 1 воздушная петелька подъема. И еще 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Все. Соединяем с первой воздушной петелькой после рельефного столбика. Соединяем. Столбиком без накида. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И соединяем со следующей воздушной петелькой. Столбиком без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Соединяем, заводим крючок под воздушную петельку и провязываем столбик без накида. Или соединительный столбик его можно назвать.
Далее снова 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем под воздушной петелькой. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем под воздушной петелькой. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем под последней воздушной петелькой. Далее у нас идут столбики рельефные, мы их пропускаем, не вяжем. 2 столбика без накида тоже не вяжем и просто сразу вяжем 3 воздушные петли и соединяем с первой воздушной петелькой следующего лепестка. 3 воздушные петли и соединяем уже со второй воздушной петелькой. Итак, обвязываем весь наш веер. 3 воздушные петли соединяем, 3 воздушные петли соединяем. Не буду показывать, как вязать весь веер, это понятно. Вот я довязала до последней воздушной петельки. Снова 3 воздушные петли, пропускаем рельефный столбик, 2 столбика без накида, рельефный столбик и сразу соединяем с первой воздушной петелькой. И так довязываем весь ряд. Вот у меня ряд довязан. Остается мне сейчас соединить. Довязываю последние 3 воздушные петельки и соединяю с первой воздушной петелькой. Вот она. Здесь у нас мог быть столбик без накида, как мы обычно делаем. То есть не просто одну воздушную петельку подъема сделать, но еще и провязать столбик без накида. Вот, заводим крючок в первую петельку. В данный момент у меня первая воздушная петелька подъема, а мог быть столбик без накида, как мы делали ранее. Далее вяжем новый ряд, переводим крючок под цепочку. 1 воздушная петелька подъема, но тут уже обязательно столбик без накида. Вот он у нас. Далее мы вяжем столбик без накида сразу прям под следующей цепочкой из воздушных петелек. Потом 3 воздушные петельки, которые мы сейчас превратим в пико. Для этого крючок заводим в первую воздушную петельку из 3 и протягиваем ниточку, соединяем. Пико у нас готово. Соединяем следующей цепочкой. Вот, пико. Далее снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, заводим крючок в первую воздушную петельку, соединяем соединительной петлей, а далее столбик без накида в следующую цепочку из воздушных петелек. Как я уже сказала, я предлагаю, чтобы наш коврик был более красивый, связать 3 пико из 3 воздушных петелек, как мы это делаем сейчас. Вот я 3-е пико, а далее связать пико из 5 воздушных петелек. Вот наши 3 пико готовы. Давайте свяжем 1 пико из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Заводим крючок в первую петельку и соединяем соединительной петлей. Столбик без накида под следующей цепочкой из воздушных петелек. Вот, видите, у нас 3 пико из 3 воздушных петелек, 1 пико из 5 и снова 3 пико из 3 воздушных петелек. Вот 3 воздушные петельки мы связали, заводим крючок в первую петлю, соединяем наше пико и вяжем столбик без накида в следующую цепочку, под следующей цепочкой. Нам остается довязать оставшиеся 2 пико. Снова делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, заводим крючок в первую воздушную петельку, соединяем и столбик без накида под цепочкой из воздушных петелек. 3 воздушные петельки, соединяем в пико,
и столбик без накида под цепочкой. Далее, посмотрите, мы все пико наши провязали. Далее вяжем столбик без накида прям сразу под цепочкой из 3 воздушных петель, которые находились между нашими веерами. Снова сразу столбик без накида под первой цепочкой, пико из 3 воздушных петелек, столбик без накида, пико из 3 воздушных петелек, столбик без накида. Посмотрите, что у нас получается. Вот. Продолжим. 3 воздушные петельки соединяем в пико, столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петелек. 3 мы пико уже связали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Заводим крючок в первую петельку, провязываем пико и соединяем столбиком без накида с цепочкой из воздушных петелек. Вот они у нас посерединке будут находиться такие пико из 5 воздушных петелек. Снова пико из 3 воздушных петелек. Соединяем столбиком без накида под цепочкой из воздушных петель. 3 воздушные петли соединяем в пико соединительной петлей и далее столбик без накида. Последний у нас остается последнее пико из 3 воздушных петелек, соединяем под цепочкой из воздушных петелек. Посмотрите, что получается. Далее сразу вяжем столбик без накида под цепочкой и столбик без накида под первой цепочкой из 3 воздушных петелек в нашем веере. Ну а далее продолжаем вязать все то, что мы сейчас вязали. 3 пико из 3 воздушных петелек, 1 пико из 5 воздушных петелек, 3 пико из 3 воздушных петелек и соединяем столбиком без накида между веерами. Я надеюсь, тут понятно. Давайте довяжем до конца весь наш ряд, что я сейчас и сделала. И остается нам сейчас соединить с первым столбиком без накида. Заводим крючок в первый столбик без накида, который находится у нас между веерами, и соединяем соединительной петлей. 2 воздушные петли. Ножницами отрезаем ниточку, затягиваем узелок, иголочкой заправляем наш кончик ниточек оставшихся. И все, коврик у нас готов. Вот такой красивый коврик у нас с вами получился. Я была рада вязать вместе с вами. Не забывайте подписываться на канал, а также вступать в группы ВКонтакте и Одноклассники. В группе ВКонтакте мы часто проводим опросы на тему, что же мы будем вязать дальше. Поэтому участвуйте, мне очень важно ваше мнение. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!